Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам коллекцию фильмов, которую снял известный режиссер, актер, которого зовут Клинт Иствуд. 31 мая 2025 года этому режиссеру и актеру исполняется 95 лет. Именно поэтому я решил снять это видео. В сегодняшнем видео больше будет, конечно, его режиссерских работ, но также будет и некоторое количество тех работ, в которых он снялся только как актер. Итак, начинаю. И первые два фильма — это актерские работы Клинта Иствуда из так называемой долларовой трилогии. Из долларовой трилогии у меня есть два фильма. Это у нас второй фильм «На несколько долларов больше» от Серджио Леоне на Blu-ray. Такое вот издание. И с музыкой Эннио Морриконе. А также третья часть «Хороший, плохой, злой», где также снялся Клинт Иствуд. Режиссером выступил Серджио Леоне, а музыку также написал Эннио Морриконе. Культовая музыкальная композиция. Такие вот два издания. Фильм «За пригоршню долларов», увы, на Blu-ray с русским не выходил, а иностранных изданий нет в коллекции, поэтому два таких вот фильма Серджио Леоне с участием Клинта Иствуда есть у меня в коллекции. Далее продолжаем 60-е и 70-е. И у меня недавно появилась такая вот коллекционка. Здесь у нас 8 фильмов, которые выходили с 1968 по 1975 год, и в которых в главной роли снялся Клинт Иствуд. Также он снял некоторые из этих картин, а именно 4. То есть здесь вот 8 фильмов, из них половину снял сам Клинт Иствуд, выступил там режиссером. Это также первые 4 его режиссерские работы. Такое вот издание. «Блеф Кугана». Два мода для сестры Сары. Далее фильм «Обманутый». Далее дебютная режиссерская работа Клинта Иствуда «Сыграй мне перед смертью». Далее фильм «Джо Кид» вестерн. Далее вторая режиссерская работа «Бродяга высокогорных равнин». Далее третья режиссерская работа под названием «Веселушка». И, наконец, четвертая режиссерская работа Клинта Иствуда, в которой он также снялся как актер. Это у нас фильм «Станция на пике Эйгера». Такое вот издание. Отдельно фильмы из данного сборника с русским выходили только за рубежом. В России данные фильмы выходили только в составе такого вот сборника с фильмами с Клинтом Иствудом. Такое вот издание. Это было последнее издание, где Клинт Иствуд выступил только в некоторых фильмах как актер, а дальше все фильмы будут именно режиссерские работы, в части из которых Клинт Иствуд сам снимался. Фильмов 70-х и 70-х годов у меня больше нету с его участием, поэтому переходим к 90-му году, 92-му году. Его фильм «Непрощенный», за который он получил 2 премии «Оскар», премию за лучший фильм и премию лучшего режиссера. Также он снялся сам в данном фильме, это его последний вестерн. Также здесь у нас снялись Джин Хэкман, Морган Фриман и Ричард Харрис. Это венгерское издание с русским языком. Фильм «Непрощенный», за который он получил своих первых 2 Оскара. Также есть другой фильм, за который он получил тоже 2 Оскара, но об этом в дальнейшем. Далее, следующий фильм. Это у нас на Blu-ray. Следующий фильм у меня в коллекции. Это фильм «Подмена», в
котором у нас снялись Анджелина Джоли и Джон Малкович. Фильм на основе реальных событий. Там рассказывают про страшную историю, которая действительно имела место. И с подменой ребенка также. Такое вот издание. Фильм смотрел, фильм мне понравился. Фильм Клинта Иствуда «Подмена». Далее, работа, в которой Клинт Иствуд выступил и актером, и режиссером. Это фильм под названием «Гран Торино». Известная достаточно картина из фильмов Клинта Иствуда. Присутствует у меня на Blu-ray в таком вот издании. И такая вот накатка диска с профилем Клинта Иствуда. Фильм Клинта Иствуда «Гран Торино». Далее, следующая работа, где он выступил только в качестве режиссера. Это фильм с Леонардо Ди Каприо «Джи Эдгар». Здесь у нас Клинт Иствуд поработал с Леонардо Ди Каприо. Фильм, это у нас байопик про главу ФБР, который возглавлял более 50 лет данную службу. В роли главы этого ФБР и этого главу в данном фильме у нас как раз и сыграл Леонардо Ди Каприо. Такая вот простая накатка диска у данного издания. Фильм Клинта Иствуда «Джи Эдгар». Далее переходим к следующей картине. Это у нас фильм Клинта Иствуда от 2014 года под названием «Снайпер». В оригинале фильм называется «Американский снайпер». И здесь у нас снялись в главных ролях Брэдли Купер и Сиенна Миллер. И такое вот издание. Здесь тоже у нас Warner Bros., и поэтому простая накатка. В подних изданиях у них у всех были такие, без изысков, простые накатки с названием фильма. Фильм «Снайпер». Далее, 2016 год. Еще один фильм, основанный на реальных событиях от Клинта Иствуда. Это фильм «Том Хэнкс». Здесь он тоже выступил только в качестве режиссера. А в качестве главной роли здесь у нас выступил Том Хэнкс. Здесь он сыграл Салли. Фильм так в оригинале называется «Салли». А сыграл он командира воздушного судна Чесли Салли Саленберга. И такая же простая накатка, как у других изданий от Warner Bros. «Чудо на Гудзоне». И последний фильм на Blu-ray, точнее на 4К Blu-ray в моей коллекции с фильмом Клинта Иствуда. Также его последняя актерская работа в коллекции. Это у нас фильм под названием «Наркокурьер». Здесь Клинт Иствуд сыграл главную роль. И фильм тоже основан на реальных событиях, как и многие поздние фильмы. Здесь он играет старика, который выступил тем самым наркокурьером. И здесь, видимо, оригинальное название данного фильма «The Mule». Фильм Клинта Иствуда, также актерская работа под названием «Наркокурьер». И далее осталось 7 фильмов, которые у меня в коллекции на DVD. И все они из нулевых, начала десятых годов. И первый фильм — это у нас фантастическая комедия «Приключения» от Клинта Иствуда под названием «Космические ковбои». Здесь он также выступил и в качестве актера. Также вместе с ним снялись Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Джеймс Гарнер. Видим всех четверых на этом снимке. И такая вот накатка диска простая у данного издания. Фильм «Космические ковбои».
Далее. Фильм детективный и психологическая драма от Клинта Иствуда под названием «Таинственная река». Это у нас экранизация книги Денниса Лихейна. Да, Денниса Лихейна. Здесь у нас снялись Шон Пенн, Тим Роббинс, Кевин Бейкон, Лоуренс Фишберн, Марша Гэй Харден и Лора Линни. И за данный фильм два актера, Шон Пенн и Тим Роббинс, получили 2 Оскара. Каждый по Оскару получил. Такое вот издание. Хороший фильм от Клинта Иствуда. «Таинственная река». Далее, наконец, подошли к тому фильму, за который Клинт Иствуд получил своих еще 2 Оскара. А именно картина «Малышка на миллион». Здесь все перечислено. Лучший фильм или лучший режиссер. Эти 2 награды как раз и получил Клинт Иствуд, который также здесь сыграл одну из ролей. Здесь также снялись у нас Хилари Свонг и Морган Фриман. И оба этих, то есть актриса и актер, также получили по Оскару. Хилари Свонг за лучшую женскую роль, а Морган Фриман за лучшую мужскую роль 2-го плана. Фильм «Малышка на миллион» от Клинта Иствуда. Такое вот издание. Далее будут 2 фильма, как бы составляющие единое целое. Это дилогия. Первая часть дилогии «Флаги наших отцов», где события битвы за Ивадиму показываются с позиции американской стороны. Этот фильм вышел первым. «Флаги наших отцов». И вторая часть, где битвы за Ивадиму показываются с позиции японской стороны. Это у нас «Письма с Ивадзимы», который был удостоен в нем большего внимания, чем данный фильм. Такое вот издание. «Письма с Ивадзимы». И такая вот дилогия от Клинта Иствуда, которая показывает одно и то же событие с разных позиций. «Флаги наших отцов» и «Письма с Ивадзимы». И, наконец, осталось 2 фильма. Один 2009 года, другой 2010 года, который у нас снял Мэтт Дэймон, который у нас снял Клинт Иствуд, и по обоим из которых у нас снялся Мэтт Дэймон. Первый фильм — это фильм «Непокоренный». Видим, здесь у нас Мэтт Дэймон, Морган Фриман. Это у нас спортивный фильм, но также здесь рассказывается про апартеид, про Нельсона Манделу, которого сыграл Морган Фриман. Такая вот работа от Клинта Иствуда. В этом здесь храню еще 2 издания, а сам фильм «Непокоренный», вот он. Видим актеров Мэтта Дэймона и Моргана Фримана. Такое вот издание. И, наконец, последний фильм сегодняшнего видео. Это у нас еще одна картина Клинта Иствуда с Мэттом Дэймоном под названием «Потусторонняя». Фильм 2010 года. Как следует из названия, это у нас мистическая драма, мистика. И здесь такая вот мистическая накатка у диска данного издания. И это был последний фильм Клинта Иствуда, который хотел вам показать в сегодняшнем видео. Всего у меня в коллекции его 18 режиссерских работ, а также 6 фильмов, в которых он выступил только в качестве актера. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. На этом все. Пока, пока, пока.